Всем привет! Сегодня мы с вами будем учиться рисовать волоски с изгибом. Что это значит? До этого мы рисовали волоски какие-то странные, как вам, наверное, казалось, какими-то волнушками они получались. А сегодня мы должны немножко больше контроля осуществить. И это волосок, если медленно провести эту линию, то получается вот такой я веду и одновременно проворачиваю карандаш немножко. То есть это намек на изгиб. Это те самые волоски, которые в брови выглядят очень натурально. То есть никаких вот таких вот каких-то полукругов нам не надо делать. Это намек на изгиб, но он должен быть у вас контролируемым. И вы можете это делать медленно, как я сейчас, либо вы можете это делать быстрым движением, но в этот момент все равно у вас под контролем должен быть нажим и длина волоска. Поэтому попрактикуйтесь это делать сначала медленно, потом ускоряйтесь. И точно так же в другую сторону, то есть волосок с небольшим изгибом. То есть получается в процессе рисования я чуть-чуть проворачиваю карандаш. А вы сделаете ряд волосков пологих, потом сделайте ряд волосков более вертикальных, но тем не менее тоже с изгибом. И обратите внимание на разницу, вот, например, вот в этих двух волосках. Вот здесь вот в конце получилось немножко грязно. То есть я не повернула карандаш сильнее, чем развернула в движении его. И из-за этого в конце может оставаться такая как бы размазня, как бы клякса, потому что я вот такой штрих совершила. Этого старайтесь избегать, это ошибка. Движение должно быть такое максимально чистое. И на самом деле сам волосок должен тоже быть структурным. То есть начало и окончание тонкие, серединка более плотная. Вы должны это делать в каждом виде волосков, в принципе, контролировать это. То есть не может быть волосок нарисован как бревно. Просто у вас должен быть прям контролируемый разворот. Чувствуете, если что карандаш стал туповат, чуть-чуть его подточите. И опять обратите внимание, что у меня нету такого давления, когда карандаш крошится и ломается. И когда поймете, как это движение совершается, переходите тогда к такому упражнению, то есть такой же волосок, просто каждый следующий у вас наклоняется немножко сильнее. И вот таким образом вы прорисовываете, то есть это может выглядеть как примитивная бровь, но на самом деле это не так. И потом вы точно так же в другую сторону проворачиваете. То есть это все упражнения про контроль. То есть когда вы начнете рисовать эскиз на клиенте, у вас вообще не будет проблем с нажимом, с контролем, с наклоном волоска, с его яркостью. Все это еще вы откатать должны на латексе вот этими бесконечными тренировками. И, не знаю, я люблю рисовать это быстро. То есть такое резкое, достаточно быстрое прикосновение. И не забывайте про контроль нажима, который тоже обязательно должен осуществляться. То есть от еле видного прикосновения до усиления такого, что вот ломается карандаш. Вот в этот момент перестаем давить. Единственное, что вы должны понимать, на латексе карандаш будет ломаться чаще, чем на клиентах, потому что кожа оказывает сопротивление, она мягкая, и карандаш ломается прям гораздо реже на коже, чем на латексе. Но вообще все остальное похоже, и движение, и все-все-все. Итак, вам нужно в две стороны такой контролируемый наклон откатать. Стирайте миллион раз и сдайте куратору урок, задание, где у вас уже получаются прям очень такие четкие, контролируемые волоски разной длины, разного наклона, но чтобы это было прям структурировано, чтобы у вас все было под контролем. И обратите внимание, я то снизу вверх, то сверху вниз рисую. То есть, когда как удобно. Это обязательно упражнение в плане имитации движения на левой брови, на правой брови, потому что все-таки у вас будет несколько разный нажим и направление, и постановка рук, и вот это вот все-все-все на коже клиента уже. Но все абсолютно вот эти вот движения вы должны откатать. Короче, вот такой идеальный волосок у вас должен получиться. Легкий наклон,
четкая структура у него, чтобы была видна, и от бледного еле, когда прикасаетесь, до яркого, когда на грани с тем, что сейчас карандаш поломается. Но тем не менее, видите, да, что очень красивый должен получаться волосок вот с таким изящным изгибом. Задание будет в описании к этому уроку. Всем пока!